Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку знаменитый на весь мир японский шоколадный рулет торнадо или рулет восходящее солнце. По этому рецепту он получается просто тающим во рту, без преувеличения, настолько он нежным получается. Делается он очень просто и быстро. При помощи ручного миксера получается без преувеличения кулинарный шедевр. Итак, 10 яиц я сейчас разделяю на желтки и белки. Яйца комнатной температуры среднего размера. Когда я разделила яйца на желтки и белки, желтки я сразу перемешиваю, разбиваю у них пленочки, обязательно накрываю их крышечкой и убираю пока в сторону, пока буду взбивать белки. Итак, 10 белков, щепотка соли, 16 грамм ванильного сахара. Повзбиваю до состояния пивной пены. От общего количества 220 грамм сахара у меня здесь. В белки я добавляю примерно 1/3 и взбиваю минут 5. Вот до такой побелевшей и пышной меренги. Пики у меренги будут подрагивающими. Так и должно быть, и это нормально. Все 10 желтков я отправляю сейчас в большую крупную миску. Потом вы поймете, для чего нам это нужно. Взбиваю их сейчас до такой тоже пены. Сразу же ввожу туда весь оставшийся сахар от общего количества 220 грамм. Здесь именно для того, чтобы был красивый пышный рисунок у этого рулета, я и беру сразу 10 яиц. Если вы захотите взять меньшее количество яиц, такого рисунка красивого просто не получится. Либо же вам придется вдвое уменьшать порцию и брать маленькую форму для этого, но тогда будет рулетик прям маленький совсем. Сахар, во-первых, добавляем всегда в желтки порциями, не сразу весь сахар, особенно на бисквитное тесто. И желтки здесь взбиваем не менее, чем белки, то есть 5 минут точно нужно взбивать, чтобы масса была пышной и сильно увеличилась в объеме, и она побелеть должна. Когда взбили вот до такой степени уже желтки, добавляем туда 100 мл молока комнатной температуры и 100 грамм растительного масла без запаха. Просто все перемешиваем, ничего здесь долго больше не взбиваем. Взбивать уже особо ничего не нужно. Сейчас просеиваю туда 190 грамм муки и 5 грамм разрыхлителя. Сразу отвечаю на вопрос, часто задаваемый в комментариях: соду добавлять здесь нельзя. Именно разрыхлитель. И больше разрыхлителя здесь я брать не советую. Поднимется прекрасно тесто, потому что мы взбили очень хорошо обе массы, чтобы не было привкуса соды у нас потом в тесте и чтобы не было лишних пузырей. Все это просто прорабатываю сейчас миксером, чтобы вся мука разошлась. Ничего здесь долго взбивать больше не нужно. Миксер нам здесь больше не понадобится. Сейчас будем вмешивать аккуратно, круговыми движениями при помощи силиконовой лопатки всю белковую массу уже в желтки. Вот теперь, наверное, уже понятно стало, для чего я брала такую большую миску. Это очень важно при приготовлении вот такого бисквитного, очень нежного теста, чтобы было место, особенно для новичков, я это говорю, где размешивать белковую массу с другим тестом. Потому что когда миска маленькая, работать очень неудобно, и тем самым мы дополнительно делаем эту массу менее воздушной. Итак, вот такое пышное тесто у нас получилось. Форма для выпечки здесь у меня 37 на 25 сантиметров. Бумага для выпечки обязательно у меня силиконизированная. Если у вас нет бумаги для выпечки силиконизированной, возьмите обычную пекарскую бумагу и смажьте ее капелькой растительного масла без запаха. Половину теста я вылила сейчас на противень на этот. И противень, заметьте, у меня здесь такой достаточно глубокий. 25 грамм какао-порошка и 60 миллилитров кипятка. Можете брать очень горячую воду. Какао очень быстро расходится в кипятке, заваривается. Добавляем сейчас в оставшуюся половину теста.
Очень хорошо здесь нужно перемешать, чтобы не было разводов белых в тесте, потому что у нас уже есть белое тесто здесь. Перемешиваем. Очень аккуратно сейчас распределяем все шоколадное тесто по светлому тесту, чтобы полностью был покрыт светлый слой. Не одной массой в одно место выливаем это шоколадное тесто, а очень аккуратно распределяем. Сейчас рукоятка от вилки. Вот в такой последовательности я делаю здесь борозды. Очень важно, так как я буду делать такой длинный рулет и сворачивать его в длину, а не в ширину, я начинаю с короткой стороны работать вилкой. Если же вы захотите сделать короткий рулет и сворачивать его в много слоев, то тогда вам нужно будет борозды эти делать наоборот, начиная с длинной стороны. При 170 градусах корж у меня выпекался примерно 25 минут. Режим вверх-вниз без конвекции. Печется он очень просто и очень быстро. Естественно, духовку во время выпекания не открываем. Сразу же, еще в горячем виде, я извлекаю этот корж из формы. Ничего здесь ждать нельзя, иначе потом он у нас просто не свернется. Переворачиваю его вот таким образом на стол. Убираю форму, снимаю сразу же пекарскую бумагу. Для этого нам и нужна была силиконизированная бумага для выпечки, чтобы она очень хорошо отходила от коржа. Либо же, как я уже сказала, смажьте ее просто растительным маслом, вашу бумагу. Срезаю вот так вот начало. Нежнейший, посмотрите, какой эластичный получается рулет. Надрезала просто, чтобы он свернулся лучше. Сворачиваю сейчас вот так очень аккуратно. И уберу сейчас его в таком виде в холодильник примерно на час. Можете убрать на пару часов, это не повредит, но он там остынет в холодильнике. Он уже сейчас не горячий, а теплый, этот рулет. Пока приготовим крем. Здесь у меня 100 мл очень холодных сливок для взбивания, 8 грамм ванильного сахара, 100 грамм сыра маскарпоне и 1 столовая ложка с горкой нутеллы. Взбиваю все просто до пышности. Так как крем подвижный, добавлю туда 8 грамм загустителя для сливок. Сразу хочу сказать, вы можете туда просто добавить такую хорошую чайную ложку с горкой какао. 100 грамм сливок, 100 грамм маскарпоне. Тогда 20 грамм нужно добавить еще будет сахарной пудры. Я все это напишу вам в описании. Также можете светлый крем сделать, сливки, маскарпоне. Вообще без всякого какао и нутеллы. Я здесь просто показываю быстрый вариант с нутеллой. Обычно дети очень любят такой вариант. Вы смотрите по вашей ситуации. Все напишу в описании. Еще дополнительные варианты крема для начинки. У меня прошло где-то примерно 1,5 часа. Разворачиваю рулет. Корочка здесь не сохраняется, но я покрою это все сейчас и еще глазурью. Вот такого очень влажного шоколадного теста, потому что для рулета это очень влажное тесто. Сложнее гораздо сохранить корочку такую невредимую, чем у светлого теста. Как сохранить эту светлую корочку, я вам оставлю ссылочку в описании на свои другие рулеты. Чтобы сохранить ее, эту корочку, нужно сразу его разворачивать из пекарской бумаги очень аккуратно и очень аккуратно прижимать его и держать в таком виде, чтобы он остыл. 50 грамм растопленного молочного шоколада, 2 чайные ложки растительного масла без запаха. Все это перемешиваем, и получилась вот такая незатейливая глазурь, но она очень хорошо держится всегда, очень хорошо нарезается. Перекладываю ее в кондитерский мешок и сразу же поливаю ей рулет. Смотрите, какой он красивый получается, то есть удивительный, красивый рисунок у него получается. И получается он всегда. Сколько раз я его в своей жизни готовила, уже много раз очень, и всегда получается вот такой незабываемо красивый рисунок. Каждый кусочек имеет свой уникальный узор. Вот такой идеальный у него получается разрез, тающий буквально во рту. Нравится как взрослым, так и детям. Рулет изумительный, по-другому я сказать не могу.
И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.